Теплый ветер шевелил листья деревьев, создавая мягкий шепот, который сливался с редкими птичьими криками. Маленькое кладбище на окраине городка всегда было тихим местом, где время словно замедляло ход. Люди приходили сюда, оставляли цветы, говорили что-то шепотом, а потом уходили, оставляя позади лишь следы на траве. Но он не уходил. Старая могильная плита, покрытая мхом, не выделялась среди других. Надпись на камне уже начинала стираться, но ему не было важно, что там написано. Для него это было единственное место в мире, где он хотел быть. Его звали Макс. Старый пес с серой шерстью, когда-то гладкой и блестящей, а теперь спутанной и выцветшей, лежал перед могилой, положив голову на лапы. Его глаза были полны тоски, но он не сдвигался с места. Люди приходили и уходили. Кто-то смотрел на него с жалостью, кто-то пробовал позвать, но он лишь поднимал голову, смотрел с легкой надеждой, а потом снова опускал морду, понимая, что это не тот, кого он ждал. Он ждал его. Макс помнил тот день, когда его мир перевернулся. Они всегда были вместе. С того самого момента, как теплые руки подняли его, маленького щенка, с пола приюта, он знал, что нашел своего человека. Томас, высокий мужчина с добрыми глазами, был его всем. Они гуляли вместе в парке, катались на старой машине, ели на одной кухне. Когда Томас смеялся, Макс радостно лаял, а когда хозяин грустил, пес просто ложился рядом, молча согревая его своим теплом. Но однажды Томас ушел. Это было внезапно. Макс помнил, как тот день начался, как хозяин гладил его по голове, как надел пальто, сказав: «Я скоро, дружище». Но он не вернулся. Макс ждал. Часы, потом дни. Дверь не открывалась. А потом пришли чужие люди. Они говорили странные вещи, что Томас не вернется. Они забрали его вещи, заперли дом. Но Макс не верил. Он убежал. Он бежал по улицам, чуя слабый запах хозяина, пока не оказался здесь, на кладбище. И нашел его. Теперь это стало его домом. Каждый день он просыпался, смотрел на дорогу, надеясь увидеть знакомую фигуру. Каждый вечер он засыпал здесь же, возле могилы. Дождь, снег, жара, ничего не могло заставить его уйти. Он ждал. Потому что сердце говорило ему, что хозяин должен вернуться. Однажды. Макс не знал, сколько прошло времени. Дни сливались в недели, недели в месяцы. Погода менялась, приходила осень, за ней зима, но он оставался. Он не уходил, даже когда холод пробирался сквозь его шерсть, даже когда лапы примерзали к земле. Иногда кто-то пытался увести его. Пожилая женщина, которая приносила свежие цветы на соседнюю могилу, однажды попробовала подманить его теплой курицей, завернутой в бумагу. Макс смотрел на нее, его нос уловил аромат пищи, желудок сжался от голода, но он не сдвинулся с места. Она вздохнула. «Бедняжка», — прошептала она, кладя еду рядом. Макс не ел, пока она не ушла. Другие приходили тоже. Маленькая девочка с ярким шарфом, которая протягивала ему руки, шепча что-то ласковое. Седой мужчина в тяжелом пальто, который однажды накрыл его старым одеялом, когда пошел дождь. Но никто не мог заменить его хозяина. По ночам, когда кладбище погружалось в тишину, Макс поднимал голову и смотрел в небо. Луна сияла над ним, а он ждал. Иногда он слышал шаги. Они были в его памяти тяжелые, уверенные шаги Томаса, которые когда-то отзывались эхом по деревянному полу их дома. Макс вздрагивал, поднимался на лапы, оглядывался. Но это были всего лишь тени, всего лишь ветер. Иногда он думал, что слышит голос. «Эй, дружище, я здесь». Он вскидывал голову, замирал. Но никого не было. Макс ложился обратно, укладываясь у холодного камня, который стал для него единственным напоминанием о доме. Прошли еще месяцы. Его шерсть потускнела, глаза стали грустными, движения медленными. Он уставал быстрее, чем раньше. Голос его хозяина звучал все тише в его голове. Однажды утром он проснулся и не смог подняться сразу. Лапы болели, голова кружилась. Но он не испугался. Он просто лег и посмотрел в небо.
Солнце вставало над кладбищем, окрашивая мир в мягкие золотистые оттенки. И в этом свете он вдруг увидел его фигуру, знакомую до боли. Томас стоял перед ним, улыбаясь. Макс дернулся, попытался вскочить, но его тело было тяжелым. «Тихо, парень», голос был таким же, как он его помнил. Теплый, добрый. Макс заскулил, его хвост едва дрогнул. Томас присел перед ним, протянул руку. «Ты хорошо справился, дружище». Пес посмотрел на него, его дыхание стало медленным. Он чувствовал, как что-то теплое наполняет его, что-то, чего он не испытывал с того самого дня, как Томас ушел. Покой. Его глаза закрылись. Макс сделал последний вдох. А потом он бежал. Бежал по траве, по песку, по свету. И Томас был рядом. Макс мчался вперед, его лапы касались мягкой травы, но он больше не чувствовал боли, не чувствовал усталости. Все было так же, как в те дни, когда он был молод, когда Томас бросал ему палку, а он с радостным лаем несся за ней, поднимая брызги из луж после дождя. Но что-то было иначе. Ветер не бил в уши, он лишь ласково касался его шерсти. Мир вокруг был ярче, насыщеннее, но не таким, каким он его знал. Здесь не было запахов земли, сырого дерева или дождя. Только легкий аромат чего-то неуловимого, чего-то, что невозможно описать. Макс оглянулся. Томас стоял неподалеку, улыбаясь. Он выглядел так же, как в тот день, когда ушел, но теперь его глаза светились спокойствием. «Ты вернулся, парень», — сказал он, присаживаясь и протягивая руку. Макс застыл на мгновение, словно не веря, но потом его сердце наполнилось радостью. Он сорвался с места, бросился к нему, ткнулся носом в ладонь, и Томас рассмеялся, гладя его за ухом, так, как всегда. «Я скучал по тебе, дружище», — тихо сказал он. Макс заскулил, прижался ближе. Все это время, всю свою жизнь после потери хозяина он ждал именно этого момента. Он не знал, как долго он был один, не знал, сколько дней, месяцев или лет прошло с тех пор, как Томас ушел, но теперь это уже не имело значения. Он был рядом. Томас встал, похлопал его по боку. «Пойдем», — сказал он. Макс шагнул следом, и перед ними открылось что-то удивительное. Ни поле, ни лес, ни город. Это было место, которое невозможно было описать. Теплое сияние разливалось вокруг, в воздухе звучал тихий, едва различимый шум, напоминающий шелест листвы или плеск воды. Здесь не было боли, не было страха. Только покой. Макс не задавал вопросов. Он просто шел рядом с Томасом, потому что больше ему ничего не было нужно. Они снова были вместе. И это было единственное, что имело значение. Макс шагал рядом с Томасом, ощущая тепло, которое исходило от этого странного места. Оно не было ни небом, ни землей, ни тем миром, который он знал. Но здесь было спокойно. Здесь не было холодных ночей, голодных дней, одиночества у могилы. Здесь не было страха, что хозяин не вернется. Томас шел медленно, иногда опуская руку, чтобы погладить его по голове, точно так же, как когда-то раньше. Макс чувствовал это прикосновение, теплое и родное, и его хвост медленно качался из стороны в сторону. Вдруг ветер переменился, и Макс почувствовал что-то. Не запах, не звук, что-то другое. Что-то знакомое. Он замер, насторожив уши, а затем поднял голову. Вдалеке, в мягком свете, двигались другие. Сначала он увидел лишь силуэты, но затем его глаза начали различать их формы. Собаки. Они неслись по широкой зеленой равнине, их хвосты мелькали в воздухе, а лапы не оставляли следов. Их радостный лай разносился по этому месту, наполняя его жизнью. Макс смотрел на них, его сердце забилось быстрее. И вдруг одна из собак замедлила шаг и остановилась. Она была крупной, с густой рыжеватой шерстью, ее уши стояли торчком, а глаза светились умом. Она посмотрела прямо на него. Макс почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло. Он знал ее. Это была его мать. Он помнил ее запах, ее теплый язык, который когда-то ласкал его шерсть, когда он был щенком.
Помнил, как она виляла хвостом, когда он робко делал свои первые шаги, как согревала его холодными ночами. Она смотрела на него, ее хвост медленно качался, а затем она сделала шаг вперед. Макс вздохнул, моргнул несколько раз, и вдруг его лапы сами понесли его вперед. Он бежал к ней, забыв обо всем. Забыл о годах одиночества, о холодных днях, о печали. Она подбежала к нему, ткнулась носом ему в шею, тихо заскулив. Макс радостно повизгивал, виляя хвостом так быстро, что его тело дрожало от восторга. Затем другие собаки окружили их. И Макс понял, что он дома. Он посмотрел назад. Томас стоял на расстоянии, наблюдая за ним. Его губы дрогнули в легкой улыбке. Макс знал, что Томас всегда будет рядом. Но теперь он уже не был один. Он был с семьей. И впервые за долгие годы его сердце было полно радости. Он сделал шаг назад, а затем развернулся и помчался вместе с другими, растворяясь в этом бескрайнем, теплом мире, где никогда не бывает одиночества, холода и боли. Где они все когда-нибудь снова встретятся. Макс бежал, чувствуя, как его лапы легко касаются мягкой земли. И здесь, в этом бескрайнем мире света, не было усталости, не было боли, не было времени. Ветер гладил его шерсть, а радостный лай других собак наполнял пространство вокруг. Он чувствовал, как его сердце бьется быстро, но не от страха, а от восторга, от ощущения свободы, которое он давно забыл. Его мать бежала рядом, ее глаза сияли счастьем. Другие собаки окружали его, их движения были плавными, грациозными, их хвосты виляли, уши ловили каждый звук. Макс не знал их всех, но каким-то образом чувствовал, что здесь каждый из них принадлежит чему-то большему, что здесь никто не одинок. Позади, вдалеке, он все еще видел Томаса. Его хозяин стоял, наблюдая за ним, но не двигался вперед. Макс замедлил шаг, оглядываясь. Томас улыбнулся, его глаза были полны понимания. «Все хорошо, дружище», — сказал он тихо, но Макс услышал его голос так, будто тот звучал прямо у него в ушах. Он не знал, что делать. Он хотел остаться здесь, с этими собаками, с матерью, но он не мог просто уйти от Томаса. Томас, казалось, знал, что творится в его душе. «Я всегда буду с тобой, Макс», — его голос был мягким, как в те вечера, когда он гладил его за ухом после долгого дня. «Но теперь ты можешь бежать. Ты свободен». Макс стоял, колеблясь. Томас опустился на одно колено, хлопнул себя по ноге, как делал всегда, когда звал его. Макс вздрогнул, его хвост замер. Но потом он понял. Это был прощальный жест. Не навсегда, но на время. Макс медленно шагнул назад, его взгляд все еще был прикован к Томасу. Затем он вдохнул глубоко и спокойно, последний раз взглянул на того, кто был для него всем в прошлой жизни, развернулся и побежал. Бежал так быстро, как никогда. Бежал туда, где его ждала новая стая, где его ждала радость. Ветер развевал его шерсть, его сердце больше не сжималось от боли. Он знал, что когда-нибудь однажды они снова встретятся. Но пока он бежал. Свободный. Счастливый. Макс мчался вперед, ощущая, как его тело наполняется силой, которую он давно утратил. Он больше не чувствовал тяжести в лапах, его дыхание было легким, как ветер, который ласково играл с его шерстью. Впереди расстилалась бесконечная равнина, залитая мягким светом, а вокруг него раздавался радостный лай его новой стаи. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил Томаса позади. И здесь время текло иначе, здесь не было ночи и дня, не было холода и жара. И здесь было только ощущение свободы, бесконечного бега и чего-то далекого, зовущего. Макс чувствовал присутствие других собак. Они бежали рядом с ним, их тени сливались с его тенью, их дыхание смешивалось с его дыханием. Это было похоже на игру, но в этой игре было что-то большее. Что-то древнее, что-то, что соединяло их всех. Он посмотрел в сторону и увидел свою мать. Она неслась рядом, ее рыжеватая шерсть сверкала в этом странном свете. Она повернула голову, ее глаза встретились с его, и он почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. Тепло. Принятие. Он больше не был один.
Макс замедлил бег, позволяя себе наслаждаться этим моментом. И вдруг он почувствовал нечто другое. Что-то вдалеке. Едва ощутимое, но такое знакомое. Запах. Не запах еды, не запах других собак. Это был запах, который он помнил всегда. Запах дома. Макс остановился. Его хвост медленно качнулся из стороны в сторону. Другие собаки тоже замедлили шаг, оглядываясь на него с любопытством. Он закрыл глаза и вдохнул глубже. Да, он не ошибался. Это был запах Томаса. Он был далеким, еле различимым, но он был там. Макс посмотрел вперед. Его новая стая ждала его, но что-то внутри подсказывало ему, что он не закончил свой путь. Его сердце разрывалось между этим новым миром, где он нашел покой, и тем, кого он любил всей своей душой. Томас звал его. Ни голосом, ни словами. Но Макс чувствовал это. Он не мог остаться здесь навсегда. Он должен был найти его. Макс поднял голову, его глаза засветились уверенностью. Он снова побежал. Но теперь его путь был направлен обратно. Назад, туда, где его ждал тот, кому он принадлежал. Макс мчался вперед, разрывая пространство между двумя мирами, ведомый чувством, которое невозможно было объяснить. Он не знал как, но знал, что должен бежать. Запах Томаса становился сильнее, проникая в него, зовя, словно тихий, но настойчивый голос в глубине его существа. Ветер больше не был просто ласковым бризом, он гудел в его ушах, подталкивая его вперед. Макс не чувствовал усталости, не чувствовал границ между своими мыслями и движением. Он просто бежал, и каждый шаг казался не только приближением к тому, кого он искал, но и возвращением к самому себе. Другие собаки остановились, глядя ему вслед. Они не пытались его остановить, не звали обратно. Они понимали. Он принадлежал другому миру. Но он вернется. Макс бежал быстрее, чем когда-либо. Вокруг все менялось, теплый свет рассеивался, и он снова почувствовал привычный воздух, влажный, наполненный запахами земли, деревьев, травы. Океан ощущений нахлынул на него, и вдруг перед ним появилась дорога. Он узнал ее сразу. Деревья, старые фонари, темные тени, отбрасываемые домами. Это был его мир, его дом. Макс замедлил шаг, его дыхание стало глубже. В груди разливалось чувство, которое он не мог назвать. Его лапы мягко ступили на землю. Впереди, в свете уличного фонаря, стоял Томас. Он был таким, каким Макс его запомнил. Высокий, с теплыми глазами, чуть сгорбленный, как будто жизнь несла на его плечах тяжелый груз. Он смотрел прямо на Макса. «Ну что, дружище? Ты вернулся?» Макс сделал шаг вперед, не отводя глаз. Томас присел на одно колено, протянул руку. «Я ждал тебя». Макс бросился к нему, его сердце прыгнуло в груди, ноги сами несли его вперед. И когда он ткнулся носом в знакомую ладонь, когда ощутил тепло пальцев, гладящих его между ушей, он понял, что наконец-то дома. Томас обнял его, вдыхая запах его шерсти. «Ты никогда меня не оставлял, да?» Макс издал тихий звук, его хвост виляло медленно, словно растворяя в воздухе всю ту любовь, что они хранили друг для друга. Они были вместе. И теперь ничто больше не могло их разлучить. Макс чувствовал, как его сердце бьется в такт дыханию Томаса. Все вокруг исчезло, осталось только это мгновение, тепло знакомых рук, мягкие слова, наполненные любовью и бесконечное чувство дома, которого он так долго ждал. Он не мог сказать, сколько времени прошло с тех пор, как он видел Томаса в последний раз. В его памяти все слилось в один бесконечный поток ожидания, тоски и верности. Все эти дни, когда он лежал у могилы, глядя в пустоту, все те ночи, проведенные под дождем и снегом, все это исчезло в одно мгновение, когда Томас прижал его к себе. «Ты хороший мальчик, Макс», – прошептал Томас, его голос был чуть дрожащим, будто он тоже не верил в реальность происходящего. «Я так скучал». Макс издал тихий, глубокий звук, похожий на стон, но в этом звуке была не боль, а облегчение.
Он прижался к ногам хозяина, его хвост медленно вилял из стороны в сторону, словно он боялся, что если замрет хоть на секунду, все это окажется сном. Томас усмехнулся и провел ладонью по его голове, поглаживая шерсть. «Ну, старый друг, пойдем домой». Макс поднял на него взгляд, полный преданности и любви. Дом. Слово, которое он не слышал так давно, но которое всегда жило в его сердце. Он не знал, где теперь находится этот дом, но если рядом с ним Томас, значит, он там, где должен быть. Томас поднялся с колена, похлопал по ноге, подавая привычный знак следовать за ним. Макс не раздумывал ни секунды. Он пошел рядом, как когда-то, в старые добрые времена. Дорога перед ними была окутана мягким светом, воздух был теплым, свежим, наполненным запахами, которые казались знакомыми, но теперь какими-то новыми. Макс шел, чувствуя силу в лапах, легкость в каждом движении. Он не был больше уставшим старым псом, лежащим у каменной плиты в надежде снова увидеть своего хозяина. Он был молод, полон жизни, а его сердце било ритм, который знал только он и Томас. Томас шел медленно, наслаждаясь каждым шагом, будто они больше никуда не спешили. Макс оглянулся. Вдалеке он все еще видел тот мир, откуда пришел. Там, за горизонтом, остались его мать, его стая, светлые луга, наполненные беззаботным смехом других собак. Они не звали его обратно. Они знали, что он нашел то, что искал. Томас посмотрел на него, заметив его взгляд. «Они тебя ждали там, верно?» Макс поднял голову, тихо вздохнув. «Да. Но он сделал свой выбор». Томас улыбнулся, снова похлопав его по голове. «Тогда пошли, дружище. Мы с тобой вместе. Теперь и всегда». Макс снова взглянул вперед. Там, в конце пути, его ждал дом. Не старый дом из кирпича и дерева, а настоящий дом, тот, что был у него в сердце. Он вдохнул воздух полной грудью. А потом побежал. Рядом с Томасом. Туда, где им больше никогда не придется расставаться. Макс бежал рядом с Томасом, чувствуя, как легкий ветер ласкает его шерсть. Каждое движение было наполнено силой, его лапы касались земли мягко и легко, словно он снова был молодым щенком, который впервые бежал по траве под ласковым солнцем. Но сейчас не было ни солнца, ни травы, вокруг растекался теплый свет, и сам воздух казался живым, наполненным чем-то незримым, но родным. Томас не говорил, но и не нужно было слов. Они просто бежали вместе, как когда-то давно, когда их ничто не разлучало. Макс помнил эти дни, когда Томас бросал ему мяч на пустой поляне за домом, когда они катались в машине с открытыми окнами, когда вечерами Томас сидел на крыльце, потягивая чай, а он лежал у его ног, чувствуя себя самым счастливым псом на свете. Теперь эти моменты возвращались к нему, но не как воспоминания, а как что-то, что снова становилось реальностью. Вдруг пространство перед ними начало меняться. Мягкий свет стал теплее, словно утренние лучи солнца пробивались сквозь облака. Возникли очертания домов, тихих улиц, деревьев, что покачивались от легкого ветерка. Макс замедлил шаг, оглядываясь. Все выглядело знакомым, но не так, как в реальном мире. Это был дом, но не тот, который он помнил. Это было что-то большее. Томас остановился рядом, его глаза светились теплом. «Ну что, дружище? Узнаешь?» Макс поднял голову, его нос шевельнулся, вбирая запахи. Да, это было похоже на дом. В воздухе пахло свежей выпечкой, теплым деревом, летним дождем. Все, что он любил. Все, что он когда-либо знал. Он шагнул вперед, а затем снова побежал, но не потому, что ему нужно было что-то догнать. Он просто чувствовал, что здесь он может быть счастлив. Дом встретил их открытой дверью, и Томас рассмеялся. «Похоже, нас уже ждут». Макс замер на мгновение, а затем поднял взгляд. У двери стояла фигура, едва различимая, но такая родная. Женщина с добрым лицом, с глазами, в которых отражалось столько же любви, сколько он всегда видел в глазах Томаса. Макс вспомнил ее. Она была там, когда он был еще щенком. Когда Томас только принес его домой. Она склонилась к нему, протянув руки.
«Привет, мальчик», ее голос был теплым, нежным, наполненным радостью. Макс подошел к ней, обнюхал ее ладони, а затем ткнулся носом в ее пальцы. Она была здесь. Она ждала их. Томас улыбнулся, присев рядом с ними. «Теперь мы все дома, дружище». Макс вильнул хвостом, чувствуя, как его сердце наполняется покоем. Больше не было ожидания, больше не было тоски. Он был там, где всегда должен был быть. С теми, кого любил. С теми, кто любил его. И это было все, что имело значение. Макс почувствовал тепло в груди, но это было не просто ощущение, это был настоящий, живой свет, наполняющий его изнутри. Все, что было раньше, холодные ночи у могилы, дождь, одиночество, бесконечное ожидание, исчезло, растворилось, словно никогда не существовало. Здесь, в этом месте, время текло иначе. Здесь не было боли. Женщина наклонилась к нему, ее пальцы мягко прошлись по его шерсти, ласково, как тогда, когда он был маленьким щенком, и она гладила его перед сном. Макс помнил ее руки, они пахли домашним хлебом, свежими яблоками, чем-то родным и настоящим. Он смотрел на нее, не отрываясь, чувствуя, как его сердце наполняется чем-то неизмеримо важным. «Ты столько ждал, мой хороший», — тихо сказала она, ее голос был похож на легкое прикосновение ветра. Макс моргнул, его хвост медленно качнулся из стороны в сторону. Он знал, что она говорила правду. Он ждал. Ждал так долго, что уже забыл, каково это — не ждать. Но теперь он был здесь. Рядом с Томасом, рядом с той, кого он знал еще с щенячьих дней. Дом. Это был дом. Томас подошел ближе, опускаясь на колено рядом с ним. «Я ведь говорил, что ты хороший мальчик», — с улыбкой сказал он, почесав Макса за ухом. Макс вздохнул, закрывая глаза. Он доверял этим рукам, этому голосу. Все было так, как должно было быть. Но что теперь? Он медленно поднял голову, глядя на Томаса. Он никогда не спрашивал его ни о чем. Но сейчас в его взгляде был вопрос. Что дальше? Томас улыбнулся, словно понимал все без слов. «Теперь мы будем вместе, дружище. Всегда». Макс моргнул. Это слово «всегда» было для него чем-то новым. Он не знал, как это — не бояться разлуки. Не чувствовать, что нужно ждать, что кто-то уйдет и не вернется. Всегда. Макс сделал шаг вперед, мягко коснувшись носом руки Томаса. Тот погладил его по голове, и этот жест говорил больше, чем любые слова. Женщина снова улыбнулась. «Давай же, пора зайти внутрь». Она открыла дверь, и теплый свет заполнил пространство. Макс оглянулся. Позади, вдалеке, был другой свет, тот, что оставался позади, тот, что он покинул, когда бежал сюда. Он знал, что оставил что-то важное там, но теперь понимал, это не было потерей. Это был путь. Путь, который привел его домой. Он глубоко вдохнул, затем, не колеблясь больше ни секунды, шагнул за Томасом в дом, где их ждали тепло, покой и вечность. Макс переступил порог, и сразу же его окутало тепло. Оно было не только физическим, не только ощущением уюта, а чем-то большим, чем-то, что наполняло его изнутри, успокаивало, придавало ощущение правильности происходящего. Дом был таким, каким он его помнил, но в то же время иным. В воздухе витал запах свежего хлеба, дерева, мягких летних трав, что росли за порогом. Комната, в которую они вошли, была наполнена мягким светом, и все здесь казалось одновременно новым и до боли знакомым. Макс огляделся. Пол был деревянным, с теплыми оттенками, в углу стояло старое кресло-качалка, то самое, в котором Томас любил сидеть долгими вечерами, поглаживая его за ухом. У стены виднелась полка с книгами, а на небольшом столике стояла керамическая кружка с чем-то, из чего поднимался легкий пар. Женщина прошла внутрь, ее шаги были легкими, почти невесомыми. Она посмотрела на Макса с теплой улыбкой. «Ты ведь устал, малыш?» Макс моргнул. Он не чувствовал усталости, по крайней мере, не такой, какую знал раньше. Здесь все было иначе. Но он чувствовал покой. Женщина прошла к кухне, а Томас опустился на колени рядом с ним, похлопав его по боку.
«Теперь тебе больше не нужно ждать, дружище», — сказал он, погладив Макса по голове. Макс посмотрел на него, в его глазах было столько доверия. Столько счастья. Он никогда не думал, что этот день наступит. Что он снова будет рядом с Томасом. Что его сердце перестанет сжиматься от тоски. Томас поднялся, подошел к креслу, сел в него так, как делал всегда, откинувшись назад, вздохнув. Макс посмотрел на него, затем медленно двинулся вперед. Он лег у его ног. Как раньше. Как всегда. Томас протянул руку, погладил его за ухом. «Хороший мальчик, Макс». Макс закрыл глаза. Он был дома. И больше ничего не могло разлучить их. Никогда. Макс лежал у ног Томаса, чувствуя, как его тепло проникает в каждую клеточку его существа. Он слышал размеренное дыхание хозяина, тихий скрип кресла-качалки, ощущал его руку на своей голове. Все это было реальнее, чем любые воспоминания, реальнее, чем все, что он пережил за годы ожидания. Он больше не чувствовал тревоги. Он больше не чувствовал одиночества. В этом доме было только спокойствие. Здесь не было ни времени, ни расстояний. Здесь не существовало боли утраты, не было пустоты, которая разъедала душу. Все было так, как должно было быть. Женщина, чья доброта согревала его еще в те дни, когда он был щенком, поставила перед Томасом кружку с чем-то теплым. Пар поднимался, заполняя воздух уютным ароматом. Макс вдохнул его, и в его памяти всплыли моменты из прошлого, зимние вечера, когда Томас возвращался домой, приносил с собой запах дождя и сырой одежды, садился у камина и тянулся к чашке горячего чая. Макс тогда всегда ложился рядом, свернувшись калачиком, позволяя теплу проникать в его усталые кости. Теперь же это тепло было вечным. «Думаю, он наконец-то понял, что никуда не нужно идти», — улыбнулась женщина, садясь в кресло напротив. Томас посмотрел на Макса, его глаза светились мягкостью. «Он всегда знал, где его место», — ответил он. Макс посмотрел на него снизу вверх. Его хвост медленно качнулся по полу, но не от волнения, от тихой, глубокой радости. Он не знал, сколько времени они так сидели. Здесь время текло иначе или, может, не текло вовсе. Здесь никто не торопился, никто не думал о завтрашнем дне. В какой-то момент Томас протянул руку, почесал его за ухом, как всегда, и Макс зажмурился от удовольствия. «Ну что, старина», — сказал Томас, — «пойдем прогуляемся». Макс вздрогнул, его уши дернулись. Он вскочил на лапы, его хвост завилял быстрее. Томас рассмеялся, вставая с кресла. «Значит, это да». Макс подпрыгнул, ткнулся носом в его ладонь. Это не было вопросом. Это было обещанием, что они снова вместе. Женщина наблюдала за ними с улыбкой, ее взгляд был наполнен теплом. «Не задерживайтесь, мальчики», — сказала она. Томас подмигнул. Как всегда. Он открыл дверь, и теплый воздух мягко окутал их. Макс выскочил первым, ощутив под лапами мягкую траву. Ветер шевелил его шерсть, тишина ночи окутывала, но в этой тишине не было пустоты. Томас вышел следом, встав рядом. Они посмотрели друг на друга, затем Томас шагнул вперед. Макс бросился за ним, как когда-то в те далекие дни, когда они гуляли вместе. Но теперь им больше не нужно было думать о времени. Теперь дорога была вечной. Теперь их путь был бесконечным. Теперь они были вместе. Всегда.